Сегодня будет интересное видео для тех, кто любит различные механизмы, работу с металлом, с деревом и запах пистонов. Приветствую вас на канале Левша. Смотря на механизм старых советских фотоаппаратов, возникла у меня идея сделать зажигалку. Вы скажете, какая здесь связь, а связь есть, но нужно немного подождать. Недавно меня пригласили принять участие в премии «Лучший ID-блогер 2019». Если у вас есть непреодолимое желание оставить за меня свой голос, ссылка будет в описании под этим видео. Участвую я в 2 номинациях: самоделки и работа с металлом. А 17 декабря приеду в Москву на оглашение результатов. Всем неравнодушным прибольшущая благодарность. Вернемся к нашей самоделке и изготовим боковые части будущей зажигалки. Одна половина с внутренним резервуаром под бензин уже готова, поэтому можно паять. Благодаря капиллярному эффекту припой должен хорошо заполнить все щели. Там, где есть сомнения, лучше дополнительно перестраховаться. Последнюю часть бака также припаиваем, но перед этим сверлим отверстие, чтобы при пайке компенсировать давление. С одной стороны припой отошел, но это не беда, опять же можно все исправить. После удачного теста на герметичность можно немного отшлифовать. У нас получился вот такой корпус с 2 отдельными отсеками. А почему с 2, поймете чуть позже. В том месте, где мы сверлили отверстие, делаем теперь отверстие побольше. Здесь будет фитиль и крышка. Ушло примерно месяц работы практически каждый день, и я уверен, что ни я ее больше не буду повторять в изготовлении, ни кто-нибудь еще. Поэтому решил выставить ее на торги. Кому это интересно, ссылка будет также в описании. Посадочное место готово. Далее приступаем к изготовлению ветрозащиты, но у нее будет и другое предназначение. По бокам делаем 2 прорези, которые будут скорее чисто декоративным элементом. Из 4 недель 1 неделя ушла примерно на чертежи и различные доработки. С тыльной стороны фрезеруем отверстие. Здесь будет вставка из черного металла. Также фрезеруем последнюю верхнюю сторону и сделаем 4 отверстия для крепления ветрозащиты. Долго вас томить не буду, здесь не будет классического поджига, а поджиг будет от пистонов. Именно в этом отсеке и будет располагаться рулон с пистонами. Возможно, некоторые скажут: ой, это неудобно. Я же скажу, что неудобно одевать штаны через голову, а это интересно. Одно я знаю точно, такой зажигалки точно больше нет.
Держатель пистонов одновременно будет и держателем верхней крышки. На задней стороне корпуса делаем отверстия и различные углубления для крепления механизма. В этой зажигалке будет практически два независимых механизма. Один ударно-спусковой, а второй механизм протяжки. После того, как все отверстия готовы, нарезаем резьбу. Теперь фрезеруем курок и его крепление. В этот раз я решил заготовку срезать специальной фрезой. Курок переворачиваем и фрезеруем посадочное место с обратной стороны. Также делаем углубление в ответной части для его крепления. В держателе фрезеруем еще одно отверстие, здесь будет спусковая кнопка. В ударной части также сделаем вставку из черного металла. Вот так этот механизм будет располагаться уже в готовом варианте. Фрезеруем небольшую прорезь, здесь лента пистонов будет выходить наружу. Также сверлим отверстие для крепления ветрозащиты. Нарезаем в них резьбу и опять же немного отшлифуем. Во взведенном состоянии курок будет опираться на небольшую штангу. Под нее фрезеруем паз. С обратной стороны вворачиваем винт, за который будет крепиться пружина. Из стали изготавливаем вставку в курок, именно на нее будет приходиться весь удар. Ответная часть этой вставки более сложная и будет находиться в ветрозащите. В ней сверлим 7 отверстий, через которые будет проходить огонь для поджига. Далее делаем крепление для штанги. Механизм получается очень маленький, потому что все нужно уместить в небольшой корпус. Эти винты прячем за подлицо, сверху будет еще одно крепление. Примерять и заново снимать приходится много раз, чтобы все точно подогнать.
Также сверлим еще одно отверстие. Здесь будет винт, за который крепится вторая часть пружины. Пружина довольно близко к стенке, чтобы не мешать протяжке ленты. Вот так выглядит вставка в ветрозащите уже в готовом варианте. Вытачиваем небольшую спусковую кнопку и нарежем в ней резьбу. Чтобы не сломать мячик, а он всего лишь М1,6, резьбу проще нарезать не на токарном станке. Кнопку крепим на винт, но предварительно зашлифуем у него шляпку. Весь процесс изготовления штанги не показывал, но в принципе и так все понятно. Она состоит из двух частей, которые спаяем вместе. Снизу располагается еще одна пружина для возврата в первоначальное положение. Временно вставляем на место ветрозащиту и пробуем, насколько удачно срабатывает механизм. Потому как если в этом месте будет провален эксперимент, смысла в изготовлении дальше не будет. Ну а поскольку пока все удачно, делаем еще одно крепление для направляющего ролика. Он нужен для того, чтобы лента обогнула угол емкости с бензином. Ну и наконец фрезеруем место под самый сложный механизм подачи ленты. Сам механизм состоит из основы, которую мы сейчас и фрезеруем. В ней будет располагаться два вала. Один неподвижный, а второй вращающийся. На данном этапе появилась небольшая проблема. Валы у меня были, но вот сверло 1,8 слишком велико для такого вала, а 1,7 еще мало. На неподвижном валу нарезаем резьбу, он также будет креплением верхней крышки. Наконец все получилось подогнать и можно фиксировать. Здесь использовал все тот же анаэробный клей для фиксирования подшипников. Второй вал должен свободно вращаться, но без люфта. За основу прижимного ролика взял ролик от старого струйного принтера. Только поменял в нем основу на латунную втулку. Его задача поджимать ленту с обратной стороны. Второй ролик будет стальным с насечками для хорошего захвата. Запрессовываем в него вал и срезаем. Откладываем ролики пока в сторону и изготавливаем механизм с трещоткой. Здесь как раз время вспомнить старый советский фотоаппарат. Суть в том, что у трещотки в одну сторону должен быть свободный ход, а в другую подающий. Таким образом можно точно дозировать подачу ленты.
Две части уже готовы, остается сделать косозубую шестеренку. Для этого сделал сначала специальный резец. Получилось довольно неплохо, теперь нужно все заворонить, чтобы не ржавело. Этот рычаг должен также свободно вращаться на валу, а вот шестеренка плотно сесть на свое место. Из того же фотоаппарата взял пружинку, которая будет поджимать маятник. Ну и наконец проверяем работу механизма в сборе. Как уже говорил, такой механизм нужен, чтобы точно дозировать подачу ленты. Не обращайте особо внимания на голос, все никак не долечусь. Фрезеруем еще одно отверстие для заливки бензина. Поленился делать новое крепление под фитиль, а взял то, которое осталось от прошлого проекта. Два винта крепления ветрозащиты уходят в емкость с бензином, поэтому их тоже сажаем на клей. Делаем крышку, но такую, чтобы не сильно выступала за пределы корпуса зажигалки. Фрезеруем на ней место под уплотнительную прокладку. Вырезаем вставку из медного листа, ее же приклеим к крышке. Две крышки, а вернее сказать накладки, я изготовил из благородного мореного дерева. На крышках сделал небольшой рельеф, чтобы удобно лежали в руке. Сделал гравировку логотипа канала, ну, как говорится, чтобы было. Вторая накладка отличается от первой, в ней будет место для подающего механизма. Я вам обещал розыгрыш 3 призов, оставляйте под этим видео любой комментарий, и он будет участвовать в этом розыгрыше. А в следующем видео подведем итоги. Накладки готовы, осталось доработать вручную и покрыть маслом. Накладки к корпусу решил приклеить клеем Metal Bond. На нем как раз написано, что он клеит металл дерева. Логотип затираем шпаклевкой, а после схватывания лишнее снимаем. Масло-лаковая пропитка придает более благородный вид дереву. Последние штрихи и самый волнующий момент. А волнующий он потому, что есть вероятность того, что не зажжется фитиль.
Если же фитиль не загорится, тогда это будет просто хорошая попытка. В общем, все готово к испытанию и можно заряжать механизм. Зарядка, конечно, происходит не с закрытыми глазами, но в этом и прелесть самого процесса. Одна из накладок приклеена к Г-образной крышке, которая надежно закрывает весь механизм. За кадром изготовил 3 фиксирующие гайки и колпачок на фитиль, но в них ничего особенного. Вес у нее получился почти 116 грамм, ну естественно никто в кармане носить ее не будет, хотя в целях самообороны почему бы и нет. Ну и самый волнительный момент. Взводим курок, нажимаем на кнопку и ура, месяц прожит не зря. Эстетическое удовольствие получено, удовольствие от процесса изготовления тоже, ну а чего еще желать самодельщику? Избавиться от уже отработанных пистонов несложно. Конечно же, эта зажигалка не для бездумного использования, а для получения удовольствия. На замедленной съемке более детально можно увидеть весь процесс поджига. В общем, кому она интересна, проходите по ссылке в описании, а кто хочет за меня проголосовать, тоже проходите по ссылке в описании. Пока-пока.